Представители знака зодиака Рак. Здравствуйте, мои дорогие. Второй расклад. Осень 2024 года. Как изменится ваша жизнь? Почему я задаю такой вопрос? Потому что два направления в течение осени. И ваш знак зодиака это, скорее всего, будет, как-то касаться по-особенному. Вы можете это ощутить наиболее остро. И у нас большая ретроградность. Планета Плутон, который на момент, когда я делаю видео, еще пока в Водолее, но сделает последний реверанс в сторону Козерога и будет до середины октября в ретро-движении. В последующем она перейдет уже в прямое движение, что-то для нас больше середины октября будет и проясняться. Но и на начало ноября мы уже будем четко знать, что мы хотим продолжать, что мы не хотим продолжать. Действия будут обдуманы, где-то более логичны, но это могут где-то эмоции накрывать, поскольку у нас еще есть ретро-Сатурн в рыбах. У меня есть гороскоп планетарный на моем сайте, и также есть серия видео. Я оставлю ссылки в описании под видео, перейдите, найдите, прочитайте, сверьте свои планы с расписаниями звезд. Позже я сделаю точнее статью и еще одну именно на момент перехода. Вот эта ретроградность, она большая. Много планет, таких очень серьезных игроков на небосклоне уходят в ретро-движение, нам возвращая какую-то ситуацию. И если в целом осень 2024 года, чего это будет касаться, как и события до конца где-то 2024 года, это выбор и организация своей жизни как-то по-новому. Есть еще и ретро-Нептун, который до 7 декабря будет тоже в рыбах, и это мы с чем-то будем определяться. Кстати, ретро-Сатурн, как и ретро-Нептун, помогут тем, кто немного застрял в какой-то прокрастинации, или застрял в жизни, или не может никак с чем-то определиться, нерешительность какая-то есть. Вот здесь будут эти силы для себя завершить ту историю, которая не может быть продолжена. С чем-то на последующий период жизни, пусть это будет касаться у кого-то в личной жизни, у кого-то это будет связано с трудом, с бизнесом, тоже вы определяетесь. И ретро-Уран, который с заходом на 25-й год в знак зодиака Телец, а Телец это наше благополучие, где-то так олицетворяет, до 30 января ретро-Уран будет тоже нам давать решимость к этим переменам. Тут действительно начинается что-то осенью. Очень важный период времени. И здесь могут быть как пересмотр семейных отношений, брачных союзов, контрактов, смена места жительства, раздел имущества у кого-то, смена статуса, опять же, или через личную жизнь, или это может быть статус, как ваши планы по части бизнеса или по части вашей работы, построения карьеры. У кого-то могут быть и смена гражданства, мои дорогие, вот и такое тоже может быть. Плутон как раз нам помогает изменить эти статусы и личную жизнь, и цели, и придется разобраться с тем, что есть. Это не будет что-то совершенно новое, если мы говорим «выбор». Это, скорее всего, те отношения, которые уже сложились. Это какая-то история, которая тоже уже была, и, может быть, она очень долго тянется. И вы где-то, может быть, и раздумываете, а зачем мне это надо, когда это закончится. А вот решимости не хватает. Здесь хватит в течение вот этого периода. Позже напишу статью, чтобы более полно обрисовать, чем для нас та или иная планета может помочь как раз. Это на самом деле, когда каких-то очень важных вех нашей жизни касается, очень сложно сделать выбор или набраться этой решимости. Где? Ну вот давайте будем узнавать. И мы достанем 4 карты, если мы говорим выбор и организация новая. Или своей личной жизни, как-то по-другому. Чего это будет касаться? Личная жизнь не только про любовь. Вот для вашего знака зодиака выбор, что это может быть? Смена статуса. Вообще, я бы сказала, когда выпадает карта императрицы, так же, как и солнце. Но императрицу я воспринимаю едва ли не больше, чем солнце. Почему? Это наше благополучие. Вообще, это наша земная жизнь. Но и не только. Это еще наши планы. Очень плодовито, буквально, у кого-то это могут быть вопросы, мои дорогие девочки, я беременная, жду ребенка, так попутно может такое быть, но еще плодовитость
именно на наши какие-то творческие инсайты, на то, что мы хотим осуществить, на нашу мечту. Может быть, кстати, у кого-то в осень вы найдете возможности или они у вас, тут пространство вам будет помогать, чтобы реализовать, может быть, тот проект, который был лет 10 и 12 тому назад, но как-то не складывалось. А здесь может сложиться. Если вы эту мечту свою сами, словно не похоронили, прямо скажу, то как раз вы увидите, что как пространство будет, знаете, как преломлять реальность для вас, чтобы вы могли что-то осуществить. Всячески благоприятная карта к смене статуса, к новому качеству жизни. Вот такой выбор для вас очень серьезный. Ну и выбор, и организация, все в одной карте, все как бы взаимосвязано, видимо, по событиям в вашей жизни. Принцесса мечей – это прообраз Медузы Горгоны, как известно, которая пострадала из-за своей наивности и доверчивости. И мы не можем быть где-то беззубые буквально. Может быть, есть ситуации в вашей жизни, когда вот эти самые зубы стоит показать, а то и поточить когти. Когда вы не должны рассчитывать на какого-то человека, который к вам придет на помощь, или на его величество случай, или когда вы должны просто подумать сами о себе. Как может собой рисковать, скажите, императрица? Нет. Значит, быть настолько прозорливому, внимательному, разобраться, все разложить как-то по полочкам и не подвергать себя риску. Люди могут подводить. Или для вас могут люди совершенно по-другому как-то, ну, с какой-то новой стороны раскрыться. Ну, значит, примите это как реальность. Не замыливайте себе глаза эмоциями, не надевайте розовых очков, вам это будет просто мешать. Или вы выбираете карту императрицы, которая, да, она найдет со всеми способы взаимодействия, но она видит реальность. И первое ее действие – себе не навредить. И вот поэтому, может быть, нам принцесса мечей говорит, хватит, может быть, какую-то историю продолжать. Для кого-то, я понимаю, не для всех, но для кого-то действительно выбор стоит вот так кардинально. И дальше королева Пентаклей. Это где-то энергия, опять же, императрицы. Это та, которая из хаоса умеет создать порядок. И любая ее идея, этим и отличается королева Пентаклей. Вот тот райский сад, вот это благополучие, благоухание вот этого сада, среди которого на троне восседает королева, она создала своими руками. И если мы про организацию, опять же, нам выпадает карта, которая про благополучие ваше говорит. Вот есть то, что вас должно радовать, начиная от вашего дома, от ваших взаимоотношений, от вашей концепции по работе. Надо заниматься тем, чем вам нравится. По крайней мере, я понимаю, за осенний период, хотя бывает за 3 месяца, тут за один день, иной раз столько событий переворачивается, едва ли больше, чем за полгода, а то и год где-то. Такое бывает. Но все же, это могут быть какие-то совершенно новые ваши планы, которые вы реализуете в жизни. И себя организуете по-новому. И жизнь заиграет новыми красками. И вообще отношения какие-то другие могут у вас или перевести в новый формат, более уверенный. Правда, этот статус может для кого-то, например, поменяться, когда вы были в сольном варианте, а здесь вы решите выйти замуж или жениться. Вот я могу и такое предположить. Для кого-то знакомство с человеком, который рожден под знаком зодиака стихии Земли, или даже не знакомство, может быть, это недавнее знакомство, или был такой партнер у вас, или, кстати, имеет асцендент в этом знаке, это у нас Телец, Дева, Козерог. И здесь какой-то как и дружба, так и труд, так и благополучие в вашем союзе, как бы по этим картам тоже предусмотрено. Ну или какие-то общие точки взаимодействия. Опять же, может пройти по этой карте, либо финансы могут пройти, и организация своей жизни в плане концепции финансовой. Какие мои деньги сегодня, какие они будут завтра. И в зависимости от этого вы будете принимать решения или вопросы, связанные с жилищем. Выбор и организация, что еще нам для вас, вашего знака зодиака. Ну, деньги не на последнем месте. Финансовая история для вас должна быть продолжена в каком-то новом ключе. И нам показан профессионал, буквально кует пентакли. И поэтому, как и работа в радость, так и
Откуда к вам приходят деньги? Вам придется этими вопросами заниматься. Или если до этого времени вы остались недовольны своим трудом или местом работы, скорее всего, вы будете что-то менять. Планетарные транзиты вас будут подталкивать сделать какой-то очень важный выбор. И, может быть, у кого-то, я могу предположить, даже работа, которой вы были довольны, но она не приносила финансового благополучия. Вы все равно будете что-то пересматривать. В сторону надежности, мои дорогие, вы буквально идете. Как изменится ваша жизнь? Давайте мы достанем 4 карты. Направление. Или то, что вам удастся осуществить. Как изменится ваша жизнь. Я называю эту карту марафонского забега «Принц Пентаклей» лет на 10-20. Если вам нужно закрыть будет какой-то вопрос финансовый, вы это сделаете. Более того, с учетом, что вверху карта императрицы. Если нужно закрыть какой-то кредит или платеж, тот платеж, который к дате нужно закрыть, а у вас по какой-то причине нет денег. Здесь вообще финансовая ситуация для вас будет разворачиваться как-то очень удачно. Да, зазеваться мы не должны, принцесса мечей нам об этом говорит. Но и буквально выкрутиться из какого-то сложного положения вы сумеете, если таковое создаться в течение осени. Быть внимательному стоит, но какую-то многоходовочку запросто вы можете организовать, и она у вас получится, если мы по части финансов. Но вообще нам больше говорят о каких-то нововведениях, или пусть это будет касаться вашего бизнеса или вашего творчества, когда вы можете монетизировать творчество или решиться, например, заниматься, может быть, сферой услуг или то, что вы умеете делать хорошо. Такое может пройти как новое начинание. Или в целом, когда мы предельно внимательны к финансовым вопросам. Здесь проходит внимание к деталям. Или это может быть та стратегия финансовая, которая лет на 10, на 20. Кто-то из вас сменит работу, сменит направление в деятельности, и это будет означать, что это как, надежный фарватер, опять же, на несколько десятилетий вперед. Вы долгое время будете этим заниматься, и вас это как раз приведет к какому-то финансовому благополучию, процветанию. У кого-то так тоже может быть. Как изменится ваша жизнь? Что-то начинается, но очень хорошо продолжается. Точно. Карта эгоиста, мои дорогие. Конечно, карта может говорить и так. Вот для тех, кто один или одна. Кто-то может так и остаться. Да, как Фома неверующий. Вот я никому не доверяю. Была какая-то прежняя история грустная, связана с предательством. И я выбираю путь одиночки. Вот я не могу этого отрицать. Хотя я так больше вижу, у нас пентаклевые карты. Опять же, финансовое благополучие. Много тех карт, не одна, у нас началась карта императрица, когда через финансовую состоятельность вашу закрываются многие вопросы. Как и уверенность, как и здоровье, может быть, кстати, вопросы по королеве Пентаклей. Но не в плане, что вы заболели, а когда мы уделяем внимание, может быть, какие-то процедуры, как профилактика, посещаем, может быть, бассейны или занимаемся йогой, укрепляем собственное здоровье, улучшаем свой внешний вид, меняем не просто статус, меняем имидж. Кто-то имидж будет менять из вас. Тут, правда, деньги в самых разных направлениях для вас играют большую роль. Вы можете благодаря им закрыть многие вопросы и себя, самое главное, чувствовать независимо. Как изменится ваша жизнь? Еще какие-то будут перемены, по этому аркану это сами по себе. Какие-то перемены внезапные, может быть, которые приходят извне, меняются какие-то обстоятельства в вашей жизни или меняется обстановка, меня смотрят люди из разных стран, и тут тоже какие-то законы могут, все что угодно может поменяться. Поэтому где-то какую-то правильную стратегию поначалу осени вам нужно для себя принять, и в последующем быть готовым к неожиданностям, буквально все же. Да, эта карта в этой колоде предвещает успех, но она ведь этого не гарантирует, поэтому держать руку на пульсе,
определенно стоит. По этой карте мы не можем чего-то отложить на потом. Нам придется быстро куда-то, возможно, в течение осени и не раз собраться, какие-то вопросы согласовывать. Почему быстро? Потому что сейчас есть вот какой-то узкий коридор возможностей, и нам нужно вписаться в него, иначе завтра будет поздно. Вот есть такой момент, как изменится ваша жизнь. Да тут вообще все может измениться. И место проживания, и социальный статус, и ваша работа. Как изменится ваша жизнь. Но так, как вы захотите. Королева кубков – это ведь ваша карта. И пусть меня смотрят даже мужчины. Ведь эта карта раньше, это королева-русалка, которая всех заманивала. Рыбаков, моряков на пучины морские, обещая им как и сокровища, так и неземную любовь. Ей верили, шли, там и оставались. Поэтому где-то как изменится ваша жизнь, в той концепции, как вы захотите. Есть момент недоверия по этой карте. Холодная карта, обратите внимание, в этой колоде. Но вот этот горячий кубок, такой солнечный, яркий, прижимает к себе королева. Это очень узкий круг людей, кому она может доверять. Вот и для вас где-то окружение будет словно сужено, да может быть нескольких человек. Может быть так обстоятельства жизни сложились, что вы кому-то, опять же, не доверяете, но вы сделаете свое окружение настолько надежным, что для вас это будет как оплот. Тут и дом моя крепость, так и те, кто меня окружают, проверены и с кем мне хорошо. Давайте мы посмотрим на остальные карты. Первую карту – дела, работа, бизнес, учеба, может быть, для кого-то, оформление документов, важных бумаг. Мы посмотрим энергии. Какие энергии для вас? Нам много о переменах здесь уже сказали. Итак, все то, что вы планируете по делам. Вторая карта – в чем ваша сила или в каком направлении вам следует приложить, использовать свою энергию. Третья карта – неожиданности или какие-то вот такие моменты, которых вы, не предполагаете. Сложности, может быть, даже по этой карте. Четвертая карта – подарки, сюрпризы, то, что вам приятно, то, что вам помогает. Личная жизнь – пятая карта. В чем вам повезет. Шестая. Давайте будем смотреть дела, работы, бизнес. Правда, выбор. У кого-то выбор по работе, как я уже говорила. У кого-то может быть, знаете, семейный как бизнес. Правда, все же аркан влюбленные. У кого-то могут быть отношения, которые вы захотите узаконить. Или как-то себя, решить какую-то личную историю. Я могу предположить, опять же, с учетом принцессы мечей, у кого-то бракоразводные процессы. Значит, выбор какой-то, если вы, к примеру, раздумывали до этого времени, здесь вы точно определитесь, захотите вы быть с человеком или нет. И здесь у каждого по-разному. Кто-то пойдет, подаст на развод, кто-то пойдет, может быть, подаст документы именно для того, чтобы оформить отношения. Сама карта выбора, но хочется быть любимым, мои дорогие, и, видимо, хочется быть счастливым. У кого-то эта карта будет говорить еще и о выборе, может быть, в партнерских отношениях, или когда вы меняете работу одну, какую-то сферу деятельности на другую. Но это старший аркан. Нам всегда по этой карте как будто помогают высшие силы. Нам этот выбор, как будто во благо идет. И правда, предыдущие карты нам об этом уже где-то сказали. Давайте мы узнаем, в чем же ваша сильная позиция, куда есть смысл приложить энергию. Здоровье и деньги, мои дорогие. Вот так, ваш имидж и, опять же, финансовая ситуация. 15-й аркан. И еще один старший. На вас будут влиять, хотите вы того или нет, обстоятельства. Это могут быть как законы, подзаконные акты, которые выходят в той местности, где вы проживаете. На вас могут влиять, и здесь все зависит от вашей личной истории. Она у каждого в своем ключе проходит. Нет единого знаменателя. Вот на данный период времени вас устраивает ваша личная жизнь или нет? И если нет, тогда вы будете тут тоже что-то менять. Кто-то захочет вот эту смену статуса, она произойдет. Может быть, именно по работе вы займете новую должность, и вы захотите поменять свой имидж. Увы, встречают по одежке, провожают нас по уму, а вот встречают именно исходя из того образа, облика, который мы создаем в головах людей,
при первом знакомстве, поэтому где-то вы это можете прочувствовать и как раз что-то захотите менять. По карте дьявол, все-таки 15-й аркан, это страсти, вопросы. Вот то, что вы для себя самого страстно желаете, вот в этом будет ваша сила. Хотите решить какой-то вопрос, и вы его вот просто уже, может быть, это для кого-то будет означать последняя капля терпения. Я ставлю точку, причем такую точку жирную. И вы знаете, это сразу как трамплин, как старт решить какой-то вопрос. Самое главное для вас чего-то захотеть, но контролировать ситуацию. Потому что 15-й аркан, да, он помогает, как в плане здоровья, у нас будет достаточно физических сил, так и есть момент, он помогает нам в деньгах. Но мы можем замечтаться, мы можем зазеваться, а у вас выпадает принцесса мечей. Будьте реалистами. Мы не должны попадать на удочку 15-му аркану, иначе он великий шутник, и тогда начинает свою игру. Нам нарисован человек, которого он как марионетку дергает за веревочки. Вот быть реалистом это точно стоит. Неожиданности. Что нам подскажут карта? Ух ты! Вот у вас может быть очень интересный период жизни, представители знака зодиака Рак, мои дорогие, 2 колеса фортуны. Вот может крутануть так крутануть. И опять же, 3-й старший аркан. Будьте внимательны. Как минимум 2 раза за осень у вас будет возможность, знаете, какую-то ситуацию заскорузлую, застарелую, надоевшую переломить кардинально. Да, при этом нужно быть реалистом. Уже не повторяюсь. Но есть и такая возможность, что чего-то вы не сможете отложить на потом. Вот эту возможность нужно использовать как-то быстро. И с другой стороны, это вот эти 2 направления. У кого-то одновременно проиграются вопросы личной жизни, когда вы можете менять статус, а у кого-то одновременно это будут еще вопросы вашего творчества или вашей работы, вашей занятости, или откуда к вам приходят деньги. Здесь и по деньгам ведь тоже можно что-то кардинально изменить. И я бы вообще сказала, с учетом всех арканов, на 2 разных совершенно колодах. Это период денежный. Но главное понять, в каком направлении использовать свои силы. И как правильно распорядиться или договориться, как себе не навредить. Держать руку на пульсе. Это будет для вас очень важно. И ведь 3 старших аркана, повторюсь, это всегда события извне. Вам придется наблюдать за тем, что говорят люди, анализировать сказанное, может быть, отслеживать какую-то внешнюю обстановку или принятие каких-то законов. Все зависит от того, что вы перед собой поставите, какие вопросы, что для вас будет в приоритете. Но возможности более чем будут. И если что-то уже допекло и надоело, тут можно просто, знаете, выбрать счастье для себя и двигаться в этом направлении. И для вас нет ничего невозможного. Давайте откроем 4-ю карту. Это у нас будут подарки, сюрпризы, какие-то радости. А вы можете 7 мечей, карта вора. Вы можете, кстати, забрать свое. Вы можете как-то красиво выйти из сложной ситуации. Вы будете наделены какой-то особой способностью выходить из сложных каких-то отношений. Но вы можете столкнуться с людьми, которые вас пытаются обмануть. Но все же мы смотрим подарки или сюрпризы, или то, что вам помогает. Тогда ваша хитрость, мои дорогие, ваше где-то манипулирование, ваша интуиция вам будет, безусловно, по этой карте помогать, чтобы вас никто не обманул, не обвел вокруг пальца, чтобы где-то, с учетом опять принцессы мечей, чтобы не замечтаться, не зазеваться, не наделить человека какими-то качествами, которыми он не обладает, не поверить или не довериться тому, кому доверяться нельзя. Поэтому будьте великими манипуляторами. И вам это помогает. Помогает, как и новые какие-то возможности не упустить, так и выйти из какой-то сложной, может быть, ситуации, когда хитрить, не обхитришь, не выйдешь. Вот может быть и так стоит для кого-то из вас вопрос. И поэтому само пространство вам будет помогать выйти из сложной какой-то очень патовой обстановки. У вас точно получится. Личная жизнь. Но по рыцарю чаш это и есть личная жизнь. Это эмпатия, это какие-то приятности, это
букеты, подарки. Это бабочки в животе. У нас здесь изображена чаша полная и письмо, конверт. Так вот, конверт может означать, когда вы, правда, свои отношения переведете уже в другое русло или упорядочите их де юре, оформите как-то. Или для кого-то из вас это может быть встреча, если были ваши отношения, вы с любимым человеком на расстоянии, вы можете встретиться. Может быть такое вполне. Или отправляясь куда-то в путешествие, вы тоже можете где-то и познакомиться. И я так вижу, даже для тех, кто, знаете, одиночка по жизни, не одинокий, а именно одиночка. Здесь какая-то новая совершенно история любви. И как жизнь заиграет новыми красками. Вот и это тоже. Ну, а для тех, кто в паре, очень приятный период, когда, знаете, мы свободны от меркантильности, а где-то можем себе позволить как расслабиться и жить эмоциями, потому что мы доверяем партнеру, а партнер доверяет нам. Вот что-то такое волшебное у вас может быть. А с учетом 15-го аркана, это еще и любовь, страстная любовь. Правда, такое может быть. Хорошо. В чем же вам повезет? А вот уйти вот от этой пятерки чаш навсегда. Вот эти вот разочаровывающие эмоции, которые девушка, лениво протягивая ножку, выливает вот в этот омут, чтобы они канули в лето и никогда больше о себе не напоминали. Важно то, что рядом с вами. Важно то, что вы сами чувствуете, что вы хотите создать. И нам здесь уже сказали, вам стоит только себе поставить в план. И нет ничего невозможного. Навсегда уйти от разочарований, от апатии, от депрессии, от каких-то недопониманий, от каких-то сомнений, мои дорогие. Вот вам повезет уйти от какого-то недостатка у кого-то из вас конкретно по финансам. Мелкая карта, ну, это то, что нам мешает, то, что нам досаждает, то, что нас ставит в тупик, то, что не дает чувствовать себя счастливыми. Вот этого всего, вот как изображено, да, на карте, вы можете навсегда избавиться, вылить вот эти все, как и негатив, так и отрицательные эмоции, вот в этот омут и быть счастливым. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.